Всем привет! Меня зовут Леонид, и это мой первый ролик на YouTube про путешествия. Этой зимой вместо пляжа Пхукета мы предпочли север Таиланда, Чангмай, город, о котором мало кто знает. Пять разных отелей, 5 дней на мотоцикле, десятки локаций и остановок, водопады, храмы, деревни, уже не помню что, не сосчитать. Наше мотопутешествие было без сценария, без постановок, только мы, дорога и Азия. Мы снимали все на телефоны и экшн-камеры, и чисто для себя. Решили сделать полноценный видеоролик и выложить на YouTube. Поддержите меня лайком и подпиской. Если будут вопросы, напишите комментарии, я обязательно каждому отвечу. Итак, Чангмай, Азия на мотоцикле. Поехали! Сегодня 29 декабря, утро, 7 утра, мы на Пхукете, мы едем в такси в аэропорт, и выснувшиеся. У нас сегодня по планам прилететь в Чангмай, забрать мотоцикл, который мы туда отправили с доставки, заселиться, вот, и немножко побродить по городу. Мы уже в Чангмае, заселились. Вот такой у нас номер. Такой номер стоит сколько? В пересчете на рубли это где-то 15 тысяч рублей. Вот хозяин. Welcome to Chiang Mai. Доктор Эй. Aisan. Да. Bio. Yeah, you and Chan. Really? Чан. Oh, really? Yeah. Welcome to our home in Chiang Mai. Короче, все хорошо, заселились, все супер. Сейчас пойдем принимать байк. Байк. Окей, thank you. Здесь в пыли, в грязи. Ну что, сейчас пойдем мыть, а еще тут вон, куча кофров. Сейчас будем это все дело затаскивать. Мы уже распаковали байк, точнее получили его с доставки и забрались на какую-то гору. Чангмай находится, вот Чангмай, здесь наверху находится какой-то храм, и там куча ступеней, мы решили туда не ходить, а просто посмотреть на смотровую, потому что тут очень холодно. Вот и все, сейчас поедем кушать тайскую кухню, чангмайскую. Она такая же, как и на Пхукете, но дешевле. Дешевле раза в 2-3. Смотрите, какая красота. Заскочили на смотровую, кайфанули от вида. А теперь едем в центр Чангмая. Хочется просто погулять, нырнуть в вечернюю движуху, поесть чего-нибудь уличного и почувствовать этот город. Мы с вами переместились на рынок Чангмая. Он отличается тем, что оформлен в европейском стиле. Да я стесняюсь. Давай еще раз.
уличный мануальный терапевт. Как вам такое? Мы забрались в башню с часами. Прям под этой штукой часовой механизм. Мы можем сделать пакость и перевести время на московское. Ну а что тут, он 2 болтика открутить и повернуть там. В Таиланде полный легалайз. Это все бонги для того, чтобы курить траву. И прямо здесь мужчины эти бонги изготавливают. Центр посмотрели, фотки есть. Теперь идем проверять, как тут с коктейлями и барами. Случайно прогуливаясь по маркету, мы нашли бар. Называется он Library, библиотека. Точно такой же бар есть на Пхукете. И если ты сейчас аккуратно вправо приблизишь, там чувак сидит, у него вместо головы какашка плюшевая. What the fuck is this piece of shit? Бля, во мне пиво, блядь, 3 шота. Ты хочешь от меня каких-то вопросов, блядь, и ответов? Чангмай, день 2. Завтракаем. Вчера потусили, первый день. Проснулись поздно, поэтому завтрак у нас в 1:30. Но ничего, мы сегодня попробуем съездить в горы. Может быть, на какие-то трейлы взобраться. Надеюсь, что следующий видеоряд будет, где мы ходим в горах, и все это снимается с дрона. Сижу, жду жену. Чел подходит и говорит: классный байк. Ну, наверное. Сделал себе селфи-палку сюда. Теперь буду снимать немножко по-другому. Решили попить освежающих напитков по дороге на точку в горы. Это все еще 2-й день у нас. Вот. В Таиланде делают соду с различными видами фруктов. Например, пич-сода, есть личи-сода, лайм-сода, и все они прикольные, освежающие. Время 4 часа дня. Мы наконец-таки доехали до первой точки. Вообще тут должен быть где-то Гранд Каньон, и мы сейчас туда пойдем. Он находится в километре, вон в 400 метрах отсюда. Я позже прикреплю локацию, где мы находимся. Здесь вот описание, что, где, как. А сам Гранд Каньон, до него 400 метров еще идти. Так, ну а пока мы идем до первой точки, до каньона, расскажу немножко про себя. Я сам родился в Узбекистане, 14 лет переехал в Россию. И когда началась война, я уехал в Таиланд.
Фу, испугался. Испугались? Обосрался. Что сделали? Обосрался. Вот. Пожил тут месяц, два, три и научился потом кататься на байках. Так понравилось кататься на мотоциклах, что теперь даже хоть что где закончится, мне вообще обратно не хочется. Сегодня 30 декабря, а я с женой где-то в трейле хожу, приехав сюда на мотоцикле. Кстати, жена у меня тоже тайская. Ну как тайская? Она русская, но у нас тайский брак. Ну все, вырубай, дальше будет. Я буду задыхаться дальше. Мы дошли до Гранд Каньона. Как вам такая штука? Рядом с каньоном на обратном пути есть озеро. Очень красиво. Хоть на заставку Windows ставь. А еще тут можно разбить кемпинг и заночевать. Местные тайцы приезжают сюда вместе с палаткой, вместе с горелкой, ставят горелку и коптят креветки, крабов, рыбу. Такой отдых популярен в Таиланде. Но это место Чангмай прям топ. Прям гладь. Заканчивается наш второй день. Собираемся. Уже оделись. Уже никаких шорт. Потому что ночью в Чангмае холодно. Селфи-палку уже свою сложил. Теперь 30 минут домой. Вот что меня радует, то что у меня в байке есть прикуриватель, и я могу заряжать его. Телефон, да вообще не важно что. Могу, садишься, телефон, блок питания, GoPro, дрон, пока мы куда-то едем. Погнали! Второй день наших приключений под Чангмаем. Были на озере, место реально топовое. Супер спокойно, с кайфовой природой. Там прям хочется остаться с палаткой на пару дней. А сейчас летим обратно в центр. Хочется еще раз пройтись по вечернему городу и выбрать, где будем встречать Новый год. Мы наконец приехали в Чангмай обратно и зашли в какой-то ресторан. В ресторане нам говорят, что тут все надо бронить вообще-то заранее, но у нас есть для вас столик на час. Не знаю, что они делают с вот этими соленьями, но это, не знаю, круче, чем в России. Лола, я не знаю, что за салат. Лимонад нам принесли вот такую бутылку, а также шакшука, которую ты готовишь сам. И до этого была еще долма. Было очень вкусно. Оплачивали счет. Он приносит еще 2 маленькие пахлавы, говорит, ну хотя бы это как комплимент скушайте. Мы скушали. А сейчас в центре Чангмая. Эта улица похожа на Никольскую улицу. Очень светло, ярко. Я тут в первый раз. Ищем место, где будет салют, чтобы найти крестик с руфтопом и забукать там столик. Пойдем. Чангмай умеет удивлять. Вроде не пляжный город, а по новогоднему настроению прям на уровне. Мосты светятся, центр живет, все красиво, тепло. Вообще не хуже Пхукета, а местами даже круче. Сегодня 31 декабря 2024 года, и мы в Чангмае. Вчера мы обошли, погуляли очень много ресторанов и хотели забронить
какой-нибудь столик на руфтопе или рядом с речкой, чтобы можно было видеть салют. Ну, как-то прикольно спраздновать Новый год. Но все забронено, и, как оказалось, забронено еще 3-4 месяца назад. Люди, оказывается, задолго сюда приезжают или как-то удаленно бронят здесь все. Эх, поэтому будем что-то придумывать на ходу. Все придумываем на ходу. А как это? Смотрим в Google карте маршрут, отмечаем по пути водопады, пещеры, кемпинги. Если что-то зацепило взглядом, туда и заезжаем. Так за день успеваем посетить не одну финальную точку, а штук 5-6 разных мест. И кайф в том, что каждая по-своему атмосферная. Сегодня хочется набраться впечатлений, потому что вечером Новый год. И мы точно будем пить пиво, смеяться и встречать его где-то под салют. Едем сейчас на север, на северо-запад Чангмая, вдоль речки. И по дороге вдоль этой речки, видим, начинаем появляться куча ресторанов. Рестораны необычные, рестораны прямо на воде, на речке. Похожее есть в Узбекистане, там есть сурышки, топчаны, но они обычно на суше, а тут прямо на речке они сделали. Мы уже доехали до трейла. Уже идем на самом. Примерно так это выглядит. Это самый ближайший трейл, и уже красиво. Поскольку я в Таиланде уже давно, я знаю, что нужно ходить с палочкой. Тут есть пауки здоровые с ладонь. Они плетут паутину между вот этими дорожками. Их самих не видно, поэтому приходится с палкой ходить. Спасли из воды вот такого чувака. О, какой сладкий малышок. Танец ветра. В Таиланде полно трейловых маршрутов, и это реально кайф. Хватает просто удобной обуви, длинных штанов и рукавов, и можно спокойно гулять по горам и джунглям. Каждый раз новые пейзажи, звуки, атмосфера. А сейчас мы нашли что-то странное на карте. Парк аттракционов где-то высоко в горах, далеко от центра Чангмая. Интересно стало, что это вообще такое, и мы решили заехать. Уже едем туда и даже не подозреваем, что через пару минут наш мотоцикл начнет дымить. Сейчас ехали на горку. Тут большой подъем. Вижу, хорошая смотровая точка здесь. Клубнику продают. Дай-ка, думаю, дрон запущу. Пошли, сходили, возвращаемся обратно, смотрю, байк дымит. Но я думаю, ну все, путешествию конец. Оказалось, какая-то листва попала, вычистили. Все стало полегче, ничего уже не дымится. А вид, ради которого мы остановились, пойдем покажу. Тут очень много клубники продается, и вся эта клубника растет на склоне. И тут, конечно, мало видно, но вдоль этого каньона вот эти вот каскады с клубникой прям на горе, их полно тут. Сейчас посмотрим, как это выглядит с высоты. Мы приехали наконец-таки в парк аттракционов. Мы, наверное, не лучшее выбрали время для этого, потому что тут полно очередей, полно людей,
очередь на билеты, очередь на аттракционы. Нет, это не очередь. Это не очередь в парк аттракционов, это очередь на один конкретный аттракцион. Сейчас попробую снять ее от и до. Очередь только на один аттракцион. На все остальные 2-3 человека максимум. Этот аттракцион, вот эти вот каталки, они везде просто на баннерах, на рекламе всякой, поэтому сюда люди и прутся, и в очереди стоят. Все остальное свободно, можно приезжать. Мы практически дошли очередь до конца. Наконец-то сейчас покатаем. 40 минут ждали ради того, чтобы 1 минутку покататься. Да, у меня есть 2 монетки, одна твоя, одна моя. Так, я уже в кабинке, сейчас посмотрим, разрешат мне. Бля, она уже едет. Как тормозить? How to brake? How to brake? Все? Притормаживать вот так, я понял. Крутота! Блин, а что если не тормозить? Бля. Ёб твою мать! Покатались, кайфанули, время начинает поджимать. Вечером Новый год, а нам еще нужно будет вернуться в Чангмай, отдохнуть, переодеться, поздравить родных и уже выдвигаться в центр, отмечать праздник. Так, мы с Лулой едем на тук-туке на Новый год. Так, мы приближаемся к центральной улице, где будет что происходить, а все небо покрыто огоньками. Мы на днях пытались найти место для того, чтобы отпраздновать Новый год, потому что вот здесь на мосту будет фейерверк, и мы искали места рядом, и мы были вчера в этой кафешке и спрашивали, есть ли свободные столики. Свободных столиков нет. Но мы типа заприметили вот это место, в общем, рядом с кафешкой, и сегодня мы сюда пришли, и оказывается, ситуация в том, что можно, находясь за стеной вот этого разделения, просто классовое неравенство, да, вот за стеной этого разделения можно заказать себе коктейли. Короче, да, они не растерялись, вот эти вот люди, которые работают в этом заведении, и решили, что здесь, что можно принимать заказы за этим забором. Чтобы вы понимали, этого забора вчера не было. 2025 год, за 5 минут по Новому году. Что, блядь, несёшь? За 5 минут до Нового года по тайскому времени мы будем праздновать в Чангмае. Охуеть! Мы уже более чем под шофе. Лично у меня в планах еще где-нибудь перекусить и прибухнуть.
Первое января, время 12 часов по тайскому, в Москве сейчас где-то 8 утра. Мы уже в экипировке. Я, Лола. Все вещи разложены. Собираемся поехать в ближайший город Пай. Сегодня расстояние нам предстоит 124 километра, ну около того. Надеемся, без эксцессов. Мы где-то в горах в Пае. Покажи. У нас был план не бухать слишком много в новогоднюю ночь. Немножко не получилось. Леонид сегодня добрый, он ничего не сделает. Он разрешает ехать без шлема. Helmet. Helmet. Вот, но все равно успели себя привести в порядок и уже проехали полпути до Пая. На самом деле дорога просто прекрасная. Да, трафик такой достаточно плотный, вот, но мне нравится. Мы также по дороге познакомились с ребятами, Откуда вы? From Germany. Как вас зовут? Jonas, Stephanie and Jonas. Мы вместе ездим на мотоциклах. I don't know. Это для российской аудитории. Yes. Я говорю, что это российская аудитория. Вот. Зря я это вообще начал. Короче, мы вместе катаемся на байках. Сейчас мы прикрутим камеру к его байку. Вот, и поснимаем нас со стороны и сделаем потом наоборот. Сейчас я прикреплю камеру на мотоцикл, потом прикрепим на ваш и поснимаем друг друга. Дорога Чангмай-Пай считается одной из самых живописных в Таиланде. Более 130 километров и 762 поворота, которые проходят через горы, джунгли и туманные перевалы. Это настоящий рай для байкеров. Сюда приезжают райдеры со всего мира, чтобы просто прокатиться по этим серпантинам. Асфальт отличный, движение не суперплотное, а виды будто с открытки. Мы тоже едем по этому маршруту в Пай на ночевку. По дороге встретили ребят на мотоцикле и теперь мчим вместе. А следующая остановка – Sunset Canyon. Это место все отмечают как лучшее для просмотра заката солнца. Вот и проверим. Уже вечер. Мы подъехали к Гранд Каньону, или как-то он так называется еще. Тут красиво, необычно. Жалко, что мы не взяли сюда сменную обувь. Точнее, у нас все это есть, сменка, надо доставать из кофров, тяжко. В экипе не походишь. А так, вот там вот гуляют люди. Можно прям вдоль этого каньона прогуляться. И сейчас 5:30 по местному. Вообще в Таиланде стемнеет где-то в 6:30, но здесь должно раньше, потому что горы. Мы сейчас очень высоко находимся, а еще тут прохладно. Но туристов 1 января на каньоне очень много. Не протолкнуться. Покажи вот раз, сколько людей. И два с этой стороны. Пипец. Мне кажется, надо сюда приезжать где-нибудь там в конце января, в феврале, как раз перед началом сезона пожаров. Будет мало людей. Красота. Заканчивается 1 января. О, сейчас пойдем отдыхать. Говорят, здесь в Пае. Что там такое? Чего? Чувак.
Сидит, смотрит на тебя. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Что сидит? Паук, вон. Ну блин, пипец. Sunset Canyon – это природный обрыв с панорамным видом примерно в 40 минутах езды от Чангмая. Многие приезжают сюда ближе к вечеру, подышали свежим воздухом и теперь едем дальше в Пай заселяться в отель. Пай – это такое маленькое хиппи-гнездо в горах. Сюда едут за тишиной, атмосферой, горами и просто перезагрузкой. Вечером пойдем гулять. Разгрузили байк. Стоит, отдыхает. Пойдем смотреть, что тут есть прикольного в Пае. Уютный город Пай. Здесь очень много странных людей, напоминает Бали. Мало русских, очень много европейцев, все одеты вот так. О! Прямо видно местный чангмаец. Очень много мотоциклов. Тут прям рай для мотоциклов. Да, обратите внимание, все люди замотаны в курточке. Вот такой мужчина идет, ножки свободны, холодно. Все свитера. Потому что на улице сколько сейчас? Градусов 18, наверное, уже. Также здесь отличаются макашницы. Макашницы — это мини-ресторан на колесах. Они тут продают хот-доги, сэндвичи, роти и картошку. Впервые в Таиланде увидел, что в магазинах могут продаваться шапки, там, пальто, прямо на улице. Несмотря на большое количество странных людей, выделялись здесь только мы. Поэтому Леня решил смешаться с толпой, чтобы не выделяться. Леня нашел картошечку в разных видах. Все, ему снесло чердак нахуй. Просто какая-то картофельная мекка. Холодно, и ты решил согреться блинчиком? Нет, просто рядом Пай однозначно лайк. Вот что-что, а картошку тут умеет готовить. Пай – это бывшая деревушка, которая со временем превратилась в точку притяжения для бэкпекеров, йогов и байкеров. Тут все для неспешной жизни. Уютные кафешки, горячие источники, а вокруг десятки локаций для однодневных выездов. Погуляли, наелись и пошли отдыхать. Второе января. Мы проснулись в Пае. Опять поздно легли, опять поздно проснулись. Время 9, но мы уже готовы выезжать. Конечно, получился очень гигантский байк. 3 больших кофра, очень тяжелых. И еще он не поместился. Лола прикручивает пакет отдельно. Ну, вчера как-то доехали. И сегодня доедем. Как промежуточную точку для решения нагуглили пещеру с крутейшими отзывами. Нам вот Кейв. Решили заехать. Такие спонтанные решения – это обычно фишка всех наших поездок. Доехали до пещеры, уже скинули с себя экипировку. Весь байк как гирлянда уже обвешан. Экскурсия по пещерам на час стоит 600 бат за группу. В группе может быть 4-6 человек. Не так уж и дорого. Кстати, сегодня наши немецкие друзья снова с нами. Случайно пересеклись опять. А зачем они накачивают, интересно? Кто знает, зачем они накачивают, напишите в комментариях.
Для чего эти лампы? О, смотри, это приносит какие-то плоды. И она не взорвется. Родить. О, отличный катер. Голова орла. Да, это орел. А это похоже на слона. Это большая колонна около 21 метра. Первая пещера называется пещера колонны, потому что там самая большая колонна в пещере. Это похоже на попкорн. Говорит, это попкорн. Возможно, с карамельным вкусом. Посмотрите наверх, это похоже на небо. А это рисунки. Извините. На камне изображение, похожее на это фото. Похоже на оленя. Это рисунок для исторических людей, да? Какой возраст у этих рисунков? 2-3 тысячи лет назад. Сколько экскурсий вы проводите ежедневно? 2 группы в день, если много туристов. Вчера была одна. Говорит крокодил. Похож на крокодила? Наверное, похож. Рот, глаза. Теперь можно покормить рыб. Тут много летучих мышей и их какашек, и они плохо пахнут. Намлот Кейв – одна из самых известных пещер северного Таиланда. Ее длина больше 1,5 километров, и через нее протекает подземная река. Людей перевозят по воде прямо внутри, на бамбуковых плотах. В пещере живут тысячи летучих мышей, повсюду сталактиты и сталагмиты, а в воде нереальное количество рыбы. Атмосфера как в фильме. Где-то глубже находили древние гробницы и следы доисторических поселений. Это не просто туристическая точка, а реально мощное место с историей и духом. С пещерой было классно, интересно. И вверх залезли, вниз залезли. На лодке поплавали, рыбу покормили. И все это за 600 бат за 1,5 часа где-то. Можно было и дольше. В принципе, не ограничено. Что за бестия? Так, мы едем в Банрактай. Впереди гора, за ней Банрактай. Нам надо ее пересечь как-то, эту гору. Очень не хочу, время сейчас уже поджимает. Время 16 часов. Ну ладно, мы еще молодые. В Банрактай ведет всего одна дорога, и та, мягко говоря, не для слабонервных. Узкий серпантин, крутые повороты, обрывы, и все это ночью, вдвоем на мотоцикле с кофрами. Мы успешно добрались через этот серпантин. Надеюсь, что не зря. Архитектура тут действительно другая, китайская вся. Банрактай – это деревня на самом севере Таиланда, почти на границе с Мьянмой.
Все в китайском стиле. Чайные домики и иероглифы, лодочки по озеру. Сюда приезжают в основном китайцы, попробовать местный чай, пожить в горах и просто перезагрузиться в тишине. Правда, 2 января оказалось, что туристов здесь столько, что ночевать негде. Все на букинге и Агоде было забронировано даже у локалов. Пришлось срываться и ехать ночью обратно. 100 километров в город Майхонг-Сонг в полной темноте. Таким образом, мы решили нашу дилемму и успели посетить оба города. Мы все-таки решили сегодня не ехать в наш отель, который мы изначально забронировали. Мы так и оставили эту бронь на завтра. Завтра у нас 3. А сегодня остановились по пути. Город называется Майхонг-Сонг, да? Майхонг-Сонг. Маленький городок. На пути... Я не знаю, куда на пути. На пути к границе к Мьянме. Тут рыночек есть в городе. Мы затариваемся едой. Сколько стоит? 25 бат. Вот такая одна куриная ножка. Вкуснота? Нет, я сытый. Моя спина после 3 дней на мотоцикле говорит мне goodbye. Поэтому я пойду сейчас на ойл массаж. Третье число, утро в городе Майхонг-Сонг. Я даже себе наклейку уже прицепил сюда. Очень удобно сняли себе отель. Рядом поставили байк, собрали его и готовы ехать уже на завтра. В Майхонг-Сонге есть кафешка. Нашли, но это не кафешка, это ресторан итальянский. И здесь мужчина говорит с нами полуитальянском, полуанглийском. Принес нам кофе. Говорит, что это американо, но не американо, а как он сказал? Я не смогу всего сказать. Другой кофе, короче, который делается с добавлением молока, а с дополнительным просто после того, как проливается эспрессо, он просто еще проливает дополнительно воды. Более крутой кофе. Через пресс-аппарат. Ну, по его мнению, скорее всего, да. Ну, просто крепкий кофе черный. Я люблю побольше воды. Попробовала, да, нормально, он не горчит, но просто я люблю побольше объем. Сейчас вы услышите звуки, как я пью кофе. Майхонг-Сонг, выращенный здесь где-то в горах и поданный мне каким-то итальяшкой. Я не знаю, как должно выглядеть американо. Американо просто черный кофе. Это просто черный кофе. Да. Короче, как Нескафе. Так. А после этого едете через вот этот путь отсюда и до сюда. Всего около 160 километров. Так что тут можно легко проехать за один день, если захотите. После того, как остановитесь в Мэчеме, после Мэчема вы едете в Доинтанон. Можно поехать так, как я обычно езжу. Это примерно 500 километров дороги. Но можно поехать отсюда, можно поехать вот так наверх, и потом доберетесь до Чангмай. Я тут вижу одну смотровую площадку. А там есть... Там вроде кофейни есть, может быть. После этого ничего. Хорошо. Но стоит ли ехать куда-то вот сюда? Если вы направитесь в это место и поедете выше, то там вы найдете смотровую площадку. С великолепным видом. Утро 3 января началось с неожиданных вкусов. Итальянская кафешка, кофе и сам владелец. Шеф-повар прямо из Италии. Он достал бумажную карту и показал нам идеальный маршрут. Через горы, смотровые, пару озер. Все, чтобы кайфануть по полной.
После завтрака мы двинули дальше. Мы заранее забронировали отель в горах. На букинге был номер с огромным окном, шикарным видом и ванной. Я давно мечтал полежать в теплой воде, в ванне с видом на джунгли. Сейчас как раз едем туда. Будем заселяться и делать рум-тур. Заселяться в свой номер на сегодня. И я думаю, вот этот как раз таки мой номер. Местный житель, который сдает эти номера, она не говорит на английском. Вместо этого она нам подносит таблички на английском и пишет: у вас есть табличка первая, у вас есть бронь? Я говорю, да, есть. Потом она говорит, ну какое имя бронь? Ты говоришь имя, она показывает, ага, совпало. Потом дает вот такую табличку, типа, а что у нас будет есть? Да. Ты выбираешь, что будет кушать. Ну, сейчас дальше какой-то гайд пойдет. Приехали из Майя Хонсон, нашли кемпинг, сняли здесь номер, как мы думали, полноценный, стандартный номер. Вот, припарковали свой мотоцикл наверху по склону. Здесь щебенка. Здесь есть несколько номеров, и можно еще установить палатку наверху. Давайте посмотрим, устроим рум-тур. В целом, конечно, необычно, потому что здесь отсутствует стена и открывается вид на холмы, где выращивается чай, помидоры, как ни странно. Да, номер оснащен ванной с видом и батутом, то есть можно лежать здесь, смотреть вниз, вверх, на звездное небо, чем мы сегодня займемся и попозже, когда зайдет солнце. Также оцените юрту, я не знаю, как они называются в Таиланде. Здесь у нас кровать с пушистыми ковриками. И также здесь открывается вид на природу. Интересно, мы не замерзнем ночью, потому что тут опускается температура до 16 градусов. Фу, слава богу, что хоть душ есть изолированный. Душ есть изолированный. A few moments later. Душ есть изолированный. Установлен душ. В целом неплохой. Сейчас все свежее, чистое. По ощущениям только строится. У них там заготовки еще. Как мы видим, пару номеров. Стоят строительные леса. Очень свежее, новое, чистое место. Попробуем доехать сейчас до следующей смотровой. Там обещают быть подсолнухи. Не знаю, насколько сейчас сезон, не сезон, но посмотрим. Едем в Фанг Боатонг, одно из самых известных мест северного Таиланда, где в ноябре расцветают тысячи мексиканских подсолнухов. Представь, холмы, полностью залитые золотым цветом. Цветение длится всего пару недель, примерно с середины ноября до начала декабря. Мы приехали в январе. Цветов уже нет, туристов нет, все пусто и немного серо. Немного жаль, конечно, не застать пик сезона, но даже без подсолнухов здесь очень здорово. Доехали до первой точки. Красиво припарковал байк. Вот такой нереальный вид открывается. Повсюду горы. Тихо. Наш ужин. В округе не было никаких продуктовых магазинов, никаких рестиков, поэтому мы нашли бич-пакеты, чипсы, какие-то отруби от рыб. Это что у нас? Крекеры, да?
Вот, и пиво. Сидим, ужинаем с видом на закат. Января мы проснулись вот здесь, в этой штуке. Это все то же самое место. Поначалу казалось все красиво, классно, до тех пор, пока ночью температура не опустилась до 14 градусов. А мы-то с Пхукета, у нас из теплых вещей только штаны и кофты были. Вот это мы офигели. Не знаю, куда мы сегодня поедем. Даже не знаю, где мы сегодня будем спать. Все это узнаем в течение дня. Единственный плюс этого места, то, что мы проснулись здесь в 7. В других местах просыпались что-то в 8-9, в 10. Поехали. Сегодня у нас четкий план – доехать до Дуэнь-Танон. Это заповедник и самая высокая точка Таиланда – 2565 метров над уровнем моря. Там мы хотим заехать на смотровые, прогуляться по лесу, посмотреть пару водопадов и просто словить атмосферу этих мест. Это такая финальная точка нашей поездки, после которой мы спускаемся обратно в Чангмай и там уже будем искать ночлег. По дороге заехали еще в Кео Лонг Бридж. Это мост, построенный монахами. Его часто называют мостом спокойствия. Он соединяет деревню с храмом и как бы символизирует путь к уединению. Едем дальше. Впереди еще целый день. Ехали на самую высокую точку Таиланда. Тут прохладно. Сколько градусов здесь? 15? Вот, там. А, вот. 15 градусов, стало 16. Вне сезон здесь были ворота натянуты. Был дождь, и не было вообще ничего, ни души ни одной. Здесь, да, как будто военная база была закрыта, мы даже не сунулись сюда. А вот в сезон тут наоборот. А в сезон наоборот здесь, сколько народу, ярмарка целая. Мы пошли сюда, а не на вьюпоинт, потому что мы просто тут не были. Мы доехали до самой верхней точки. Сели в кафешку, заказали чайку, согреться, потому что тут холодно. Высота здесь 2566 метров показывает уровень. А здесь наверху у нас что есть-то? Ярмарка есть, которой не было. Есть верхний маршрут туристический, есть нижний маршрут. Верхний он такой короткий, а нижний он такой по природе. Более длинные. Сейчас думаем, идти или не идти, потому что мы все вот в экипировке. И здесь мы были 1,5 года назад. Это был конец сентября, начало октября. И тут было все, на мой взгляд, намного зеленее, красочнее. Здесь росли всякие желтые цветочки, их было прям полно. Если я найду кадры с прошлого нашего выезда, я обязательно их сюда тоже приложу. Чуть было не уехали с самой высокой точки Таиланда, а здесь оказывается крутая смотровая, выше облаков. Лепота. Дрон запускать здесь нельзя, к сожалению. Смотри, ни стыда, ни совести. Да. Байк фото 100 бат. После самой высокой точки Таиланда мы начали спуск и заехали еще в пару смотровых. Они все находятся прямо вдоль трассы внутри заповедника Дуэнь-Танон. Одна из точек – водопад. Вот он сейчас на кадрах. Воды, правда, меньше, чем в прошлый раз. Я даже вставлю кадр, где он был реально мощнее.
Пока ехали дальше, начало темнеть. Пора было выезжать из парка и думать, где ночевать. Возвращаться в Чангмай смысла уже не было, и мы тут приняли новое решение. Сдавать байк будем не в Чангмае, а в Бангкоке. Пусть оттуда уже увозят на Пхукет. По дороге начали искать, где бы переночевать. На одной из остановок нашли подходящий отель, поставили точку и прямо поехали туда. Следующий кадр уже заселение. Приехали заселяться в отель. В богом забытое место, где-то на отшибе Таиланда, а тут... Это единственный отель, и тут... Я вообще первый раз такой вижу в заднице Таиланда, такой офигенный отель с рестораном. Завтра мы все эти круассаны, походу, будем пробовать. Еще и стоит копейки. 60, 65 бат, 70. У нас на Пхукете вот такие стоят по... Сколько мы берем? По 150. Да, в 2 раза дешевле. А здесь что? Короче, нам дали номер. Угадайте, какой? Вот такой. Весь домик. С персональной огромной парковкой для байка. Чисто американская мечта. И это не только у нас, а тут у всех так. Завтра днем сниму, будет покруче. Очень приятное место. И вот такой дом на один день стоит 1500 рублей. 500 бат. Что это такое? Будем делать рум-тур. Погнали. Так. Мы, кстати, с Лолой всегда берем отдельные кровати. Потому что это тупо удобно. Чем смущать друг друга. Это у нас, наверное, душ. Да, душ. А это кладовка или что это? Да, просто комната. А, это просто маленькая комната для кофров. Все тут есть. Смотрите, знаешь, для чего эту комнату? Дрочить? Не, здесь закрывался и сезоны свои проводил. Да. И вообще. Я думаю, комната для дрочки. Проснулись утром 5 января, и первым делом я поднял дрон. Вот, посмотрите, как круто выглядит эта деревушка и наш отель с высоты. Тихое место, супер дешевое и идеально подходит для того, чтобы выдохнуть перед дорогой. Сегодня у нас цель – проехать максимум до Бангкока. Кажется, что 600-700 километров – это немного. Но на мотоцикле реально устаешь. Особенно, когда ближе к Бангкоку начинается плотное движение и пробки. Пока завтракали, решили не просто весь день ехать в точку, а заехать еще в пару интересных мест. Одно из них – водопад, который как раз сейчас впереди. Двигаемся туда. 5 января. Проснулись. Выехали с отеля. Уже приехали на водопад. Рядом с отелем находился заповедник, или национальными парками называются. Приехали, припарковались. И что тут рядом стоит? На парковке рядом стоит Italjet. Ебать, какой-то полурак, полуй. Это очень редкий скутер. Не знаю, хозяин против, не против. Да, хозяин не против. Я такой Italjet видел один раз на Бали. Выглядит супер круто, потому что у него, сколько помню, здесь односторонний маятник. А нет, здесь двухсторонний. Здесь модель, наверное, другая. И спереди односторонний, да, тут односторонний. Сам он сделан под спорт. А водопады, на которые мы приехали. Hello. Bye-bye. Короче, местные радуются, какие-то иностранцы в эту залупу приехали. Водопады необычные. Водопады мало того, что красивые, так еще и там голубая вода. Наверное, сероводород. Не покупаться. Вот. Не знаю почему, но тут заставляет людей купаться в жилетах. Странно. Зачем?
Да, вон там глубоко, но не можешь плавать, не лезь. Первый раз такое вижу. После водопада мы уже просто ехали. По дороге было еще много точек, куда мы заезжали, но кадры не получились. Где-то техника подвела, где-то мы сами уже устали все документировать. На этом этапе хотелось просто катиться вперед. Это был заключительный день поездки. Мы направлялись в Бангкок, чтобы сдать мотоцикл участнику. Он повезет байк нам домой на Пхукет, а мы тем временем садимся на самолет и возвращаемся сами. Этот отрезок почти 600 километров мы просто прожили. Без камеры, без остановок и мыслями о том, сколько всего успели за эти дни. Где-то там позади остался Чангмай, Пай, ванна с видом, дороги без асфальта, чайные домики, офигенные люди и десятки спонтанных решений. Следующий кадр – это мы в такси в аэропорт после сдачи байка. Уставшие, загорелые, счастливые. И с ощущением того, что это была одна из лучших поездок в нашей жизни. Закончено наше путешествие наконец-таки. И таким счастливым еще давно не был. Каждое мое видео начиналось с какой-то грустной нотки, потому что мы были очень уставшие. А сейчас что? Сейчас мы сдали мотоцикл в Ямаху в Бангкоке. Зачем? Потому что на Пхукете, где мне нужно было делать большое ТО, менять очень много комплектующих за раз, мне кажется, там люди не такие компетентные, как здесь в Бангкоке, и с высокотехнологичным байком они не справятся. Поэтому решил оставить здесь, и его мне доставить дней через 7. А сами едем вот в аэропорт Дон Муэнг, летим на Пхукет, сегодня уже будем ночевать на острове. Как вообще путешествие? Путешествие крутое, но очень быстро, получай меня. Мы посетили Чангмай, Пай, Май Хонгсон и еще 2 города, я их названия не помню. Это все было очень быстро, и маршрут, который мы проехали за 5 дней по серпантинам, 1300 километров. Это не то же самое, что ехать по прямой дороге. Это совсем другое, потому что мы ехали со скоростью все время 20-60 км в час. В любом случае, довольны нашим путешествием. Обязательно вернемся в Чангмай. Да, Ло? Конечно. Улыбочку. Да. То есть идеально это если ехать вдвоем, потому что вдвоем имею в виду на разных мотоциклах. На одном все-таки мне было тяжело, а Лоле было скучно. Она там сидит сзади, она там сидит сзади, просто смотрит по сторонам, а ничего не делает. И, например, вот на обратном пути мы ехали в Бангкок, она просто там бывает, что от заправки до заправки 1,5 часа, и ты сидишь, ничего не делаешь, темно, холодно, особенно ночью, и просто принимаешь этот факт. А мне... На удивление холодно. Вот то, что было холодно, это, конечно, я в шоке. Пока мы до Бангкока не доехали, было холодно все время. Что еще? Еще, мне кажется, я водителя очень сильно. На меня смотрят, говорят, харапи. Да, надеюсь, что все это записалось.